Антимайдан YouTube. Тихо, бля. Я вас прошу, давайте вы Костика расскажете. Озерова с Хорошо. Владом так и не найдут еще. А что еще кто-то, пожалуйста, я вас очень прошу. Что значит спрашивать? У нас истерики, они все уже не Да могут. я понимаю. Надо, правда. Если мама не хочет, девушка, Пожалуйста. не Не, я не Какую я вам обижаюсь. правду скажу, девушка? Нет, Какую я просто вам правду расскажите, скажу? когда он пропал. Ну, когда это все произошло? Я 16 числа, 16 августа сюда зашли украинские войска. Они сказали, что приехали нас освобождать. От кого, мы не знаем. Мы жили нормально, мирно, все, никого не трогали. Никого у нас здесь не было, ни военных, никого. Приехали эти освободители. Поставили свои танки, там БТРы, и все на свете у нас в огородах, возле школы, везде, по всему поселку расставили это все. Украинское телевидение рассказывает, что вот сепаратисты прикрываются людьми. Никто не прикрывается, они не прикрываются, они на поселке у нас сколько стояли. Прикрывались нашими хатами, огородами и всеми, мы прятались. Люди сидели в подвале 36 дней. Это пока украинские, да, стояли? Пока украинские здесь у нас стояли. Вот так называемые освободители. Кого они нас пришли освобождать? Мы не просили их сюда приходить. А с сыном как это все получилось? Я спасала младшего сына, я уехала. Выбирались мы полями, степями. Выбрались. А сын с мужем остались здесь, ну как, дома охранять. Не хочу. Давай валерьяночки, давай. Илюша, дай водички, я маме валерьяночки дам. Они здесь остались, да? А получается, пришли и дома их забрали, ну, сына дома забрали. Мой сын остался у свекрови моей, у бабушки. Бабушка уехала, он остался там жить, потому что там собаки остались, кормить их надо было. А муж здесь, поселок большой у нас. Зато водку выжрали все у Ждановки. Шо тихо, шо это неправда? Муж здесь остался, а сын там. Они каждый день встречались. Выпей, выпей. Это валерьянка. Валерьянка, выпей. Еще запей. Лоточек еще сделай. Я с младшим сыном уехала, потому что здесь невозможно было находиться. А старшему сколько лет? 21 год в 21. мае исполнилось в этом году. Он где-то учился, да, после школы или работал? Он закончил училище, он подземный электрослесарь, работал на нашей шахте на 22 Там же его и нашли.
Они его дома пришли, забрали? Нет, он вышел на площадь, как мне говорили люди, которые с поселка. Он вышел, у нас же тут есть уже ничего не было на поселке. Не было ничего, не привозили, не отвозили, никого не выпускали, не запускали. Хлеб раз там привозили, не знаю, 2-3 дня. Он вышел хлеб купить на площадь. Его просто забрали и повели туда, в их штаб. Говорят, что его там держали в подвале там несколько дней. А еще люди говорят, что его привязывали к елке и били. И издевались над ним. Муж ходил, просил, отдайте сына, помогите, отдайте сына. Они говорили, что его отправили на Днепр для обмена с пленными. Ну, никто никого не отправлял, всех с коммунара не отправляли, их всех просто убивали и закапывали где угодно. А вы уже узнали про сына, когда Я уже увидела нашли? по телевизору, по российскому каналу, по 24-му я увидела. Показали 22-ю шахту и показали это захоронение. Я сразу увидела. Я почувствовала, я не то что почувствовала, увидела. Я говорю, сынок, говорю, младшему, говорю, посмотри, говорю, там мальчик лежит, похож на нашего Никиту. А потом я приехала. Я сказала, пока я своими глазами не увижу. Потом мне показали. У него тату была, даже футболка, которую я ему покупала, я опознала это. Это мой сын. Слава Богу, что пришли ребята наши. И я нашла своего сына, хоть хоронила нормально. Так бы так лежал бы, я не знаю, где лежал бы. Это сегодня сколько дней, как вы его похоронили? Вчера похоронили. Вчера были похороны. А вообще много они вот так вот людей позабирали с улиц? Меня Что здесь люди говорят? Меня здесь не было. Люди страшное рассказывают. Сказали, фашисты такого не делали. То, что рассказывают нам люди. Я посидела полчаса возле подъезда. Страшно. Все ждали, когда ДНР придут, не могли. Боялись выходить на улицу. А что люди рассказывают? Все, что пьяные ходили, автоматы эти наставляли. Здесь вообще был беспредел. Говорят, вытаскивали все с домов, все, что можно было. Компьютеры, мебель даже грузили. Куда они ее везли, вообще непонятно, куда и для чего. Но вот так А много. вот здесь ниже дом, там тоже мужчина пропал. Я так предполагаю, что он тоже был в захоронении вместе с моим сыном. Они там не разгромили, а вынесли с дома все, что можно было, ну, что было. И они там вообще заселились, жили там. А на доме написали, здесь живут эти каратели. Это украинские написали тогда? Украинские написали, они там жили в этом доме. А мужчина этот пропал, его нету. Его нет, его еще опознать не могут. Он там, наверное, лежит тоже. А еще кто-то из местных ищет? Да, тут много пропало людей. Еще просто люди
приходят в себя, начинают, никто не знает, кто выехал, кто не выехал, потому что тут такой хаос был, это вообще не понять. И просто еще никто не знает, кто живой, а кто где-то лежит. Там где-то.